Всем кинолюбителям привет, с вами канал Киноиндустрия, а значит в эфире очередной шикарнейший топ. Много интересных релизов нас ждет в ближайшее время, о самых ожидаемых мы сегодня и поговорим, будет очень интересно. Не забываем подписываться, ставить лайки, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мира кино. Помимо фильмов, я также нередко знакомлю вас с интересными проектами в других сферах. Одним из таких является сайт Viollity, на котором можно продать и купить антиквариат или прочие эксклюзивные предметы коллекционирования. Возможно, вы что-то коллекционируете дома. Наверняка у каждого есть такие вещи, о которых вы и не догадываетесь, что они могут стоить больших денег. Какая-то старая монета или советский значок, и они либо просто валяются, либо вы их продаете за символические деньги. Что может произойти, если выставить их на Viollity? На данном примере видно, что лот был выставлен по стартовой цене всего в 50 гривен, а в результате напряженных торгов был продан за 108 тысяч. Потому что на Viollity люди получают возможность покупать и продавать уникальнейшие вещи по самой выгодной для них цене. Сайт очень удобный, имеются консультанты с коллекционирования, менеджеры, доступные 24 часа в сутки. Доставка осуществляется в Украину, Россию, Польшу, Беларусь, да и вообще по всему миру. Разумеется, гарантируется безопасность ваших сделок. В общем, сохранить сайт в закладках лишним уж точно не будет. Ссылочку на это чудо я, разумеется, оставлю в описании. А мы продолжаем. Масштабный, весьма интригующий, научно-фантастический боевик «Война будущего» поведает о доселе невиданном событии. Группа путешественников во времени прибывает из 2051 года. Оказывается, что через 30 лет инопланетная раса обрушится на Землю с войной, которую человечество проигрывает. Единственная надежда заключается в том, чтобы солдаты из настоящего перенеслись в будущее и присоединились к битве. Среди добровольцев учитель средней школы ради будущего своей маленькой дочери он отправляется на войну. Наконец вышел трейлер одного из самых ожидаемых фильмов по комиксам Marvel, масштабной и дорогущей картины «Вечные». В центре истории генетически улучшенные суперлюди, тайно живущие на Земле. Их создала одна из древнейших во вселенной бессмертная раса космических богов-целестиалов, обладающих неизмеримой мощью. Вечные более 7000 лет скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая мир от другой расы суперлюдей – девиантов. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет. Благодарю. Да не за что. Как думаете, без Роджерса и Железного Человека, кто будет главным у Мстителей? Ну, я могу. Третий фильм в серии G.I. Joe, который призван перезагрузить франшизу и дать старт кинематографической вселенной от крупнейшего в мире производителя игрушек Hasbro. В общем, G.I. Joe – бросок кобры Snake Eyes. Напомню, этот загадочный персонаж дебютировал в 80-х в рамках перезапущенной линейки фигурок G.I. Joe. Snake Eyes, одетый во все черное, никогда не снимающий маску и не разговаривающий. Вместе с другими членами спецотряда G.I. Joe сражается против мирового зла в лице террористической организации Кобра. Каков путь? Решать тебе. Но это только начало. Разумеется, Веном 2 также находится среди самых ожидаемых фильмов 2021 года. Лента поведает о все том же репортере Эдди Броке, который стал носителем инопланетного паразита. Веном по-прежнему живет в теле Брока, помогает ему в быту, а также время от времени бороться с преступниками. В это время серийный убийца Клетус Кэссиди становится носителем другого симбиота – Карнажа. Вместе с суперзлодейкой по прозвищу Визг, которая умеет создавать звуковые волны, Карнаж планирует устроить в городе настоящий хаос. Хаос уже близко. Шоколад сегодня еще не завозили. Да ладно! Вы же обещали. И что ты сделаешь? Давай я сожру эту стерву. Нет, ты не будешь жрать, миссис Чен. Что? Ничего.
Порадует нас сиквелом весьма задорный комедийный боевик «Телохранитель», на сей раз жены киллера. По его сюжету Майкл Брайс решает завязать с карьерой телохранителя и отправляется на отдых. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка. Киллер мирового уровня и настоящий магнат неприятностей Дариус Кинкейд и его супруга Соня, буйная дамочка неробкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу при всем желании остаться в стороне придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. Должен признать, что мы не только в безопасности, но и готовы начать... Вы расскажете все, что знаете. Я тебе, сука, ничего... А вот и я вам все расскажу. Еще один фильм от студии Marvel вскоре увидит свет – «Шан-Чи и легенда 10 колец». Расскажет он о мастере боевых искусств, который под руководством отца с малых лет тренировался во всевозможных единоборствах, что позволило Шан-Чи достичь небывалого мастерства. Впоследствии он узнал, что его отец связан с криминальным миром и решает перебраться в США. Именно там Шан-Чи столкнется с отцом, который, по словам создателей, является настоящим мандарином, а также с таинственной организацией, ищущей 10 магических колец. Господи! Держите за поручни! Мы сила вдвоем! Продолжение нашумевшего хоррор-триллера «Клаустрофобы 2. Лига выживших». Как мы помним, после первой части двум людям удалось остаться в живых. Они пытаются найти и раскрыть организаторов ужасного квеста, однако попадают в очередную ловушку. Оказывается, что они не единственные выжившие, и теперь компания из 6 чемпионов должна доказать свой уровень. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ждут их на этот раз. Игра стала масштабнее, опаснее и безжалостнее. Мы выбрались! Мы свободны! Стоп, что тут происходит? Мы все еще в игре. О, нет! Открой дверь! Еще года 2, наверное, назад я рассказывал о предстоящем фильме «Воины будущего». Ленту все время откладывали, однако вроде как она наконец выйдет в середине лета. В общем, 2055 год. Планета задыхается от загрязнений и глобального потепления, и, видимо, чтобы окончательно избавиться от человечества, высшие силы посылают на Землю метеорит с некой формой жизни. Этот замечательный организм начинает очищать планету от всего живого, включая людей. Но человечество сдаваться не собирается, и военные дадут бой инопланетному захватчику. Весьма загадочный и интригующий хоррор-триллер от Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Действие фильма развернется в Сохо, одном из самых оживленных и престижных районов Лондона. А главной героиней станет девушка Элоиз, увлеченная дизайном моды. Необъяснимым образом она оказывается в 60-х годах в теле популярной певицы по имени Сэнди. Там же она встречает своего кумира-музыканта. Однако этот Лондон не то, чем кажется на самом деле, и вскоре ее пребывание в прошлом приводит к мрачным последствиям. Ты веришь в призраков? Сиквел одноименного культового фильма 96-го года, в котором Майкл Джордан и персонажи мультсериала Looney Tunes играли в баскетбол против мультмонстров, напавших на Землю. Встречайте космический джем «Новое поколение». На сей раз главным героем станет чемпион НБА Леброн Джеймс. По сюжету, чтобы спасти сына, знаменитый спортсмен отправляется в мир виртуальной реальности. А вот чтобы выбраться из него, он должен помочь все тем же героям Looney Tunes победить цифровые версии величайших баскетболистов. Король Джеймс. Добро пожаловать в космический джем! Ай! Классика!
Самым ожидаемым хоррором, несомненно, является третья часть знаменитой франшизы «Заклятие 3. По воле дьявола». Фильм расскажет историю ужасного убийства и неизвестного зла, которое в реальной жизни поразило даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, что они не видели ни разу за свою практику. Когда впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном. Лоррейн! Давненько я уже рассказывал об этом фильме, но его новый трейлер настолько крут, что я не могу не напомнить вам об этой картине «Легенда о Зеленом рыцаре». Это лихая смесь средневековой готики и фэнтези в экранизации английской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого рыцаря. Теперь наследник короля Артура, рыцарь круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли. Что ты надеешься получить, ввязываясь в это? Признание. Настоящий рыцарь только этого и ищет. Ты готов? Вновь Лиам Нисон порадует нас своим появлением, на сей раз в картине под названием «Ледяной драйв». По сюжету на севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, из-за чего десятки шахтеров оказываются в ледяной ловушке. Колонна грузовиков во главе с опытным водителем Майком должна проехать по тонкому тающему льду. Проехать нужно с определенной скоростью, ведь остановка означает верную смерть. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнится с угрозой, которая ждет водителей впереди. Черт, что это было? Господи, дело плохо. На помощь! На помощь! Меня кто-нибудь слышит? Мы близко. Только держись. Пятый и по заявлению последний фильм во франшизе «Судная ночь». «Судная ночь навсегда» повествует о событиях, происходящих спустя год после победы Чарли Роан на президентских выборах, которая выступала против практики судной ночи, в результате чего эта дикая традиция была отменена. Население США давно разделилось на два лагеря. Одни это поддержали, другие нет, в результате чего в Америке начался хаос. В центре сюжета группа выживших, они пытаются спастись, сбежав в Мексику, которая открыла границу на 6 часов. Помогите! Ночь закончилась, перестаньте! Нет, не закончилась. Весьма задорный комедийный экшен-боевик «Пороховой коктейль» повествует о девушке по имени Сэм. Ей было всего 12, когда ее бросила мама и по совместительству элитный киллер. Девушку воспитала фирма, преступный синдикат, на которой и работала ее мать. Сэм продолжила семейную традицию, превратилась в безжалостную наемницу, однако спустя 15 лет сама стала мишенью фирмы, когда решила спасти 8-летнюю девочку. К счастью, мама и ее бывшие напарницы готовы помочь и угостить недоброжелателей порцией свинца. Ты серийная убийца? Что? Ты убиваешь людей. Да. И убила больше одного, значит серийная. Все немного сложней. Я так тобой горжусь. Если с кем и убивать людей, то только с тобой. Спасибо, мам. Четвертая часть многими любимой анимационной франшизы «Монстры на каникулах 4. Трансформания» поведает о том, как все смешалось в отеле Трансильвания. Таинственное изобретение Ван Хельсинга, монстрифицирующий луч, ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни, наоборот, в монстра. Вместе друзья решительно настроены это исправить. Они отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании, пока не стало слишком поздно и они не свели друг друга с ума. Ты теперь человек! Это безопасно! Восхитительно! Это жжет мне глаза!
Еще один весьма задорный экшен-боевичок нас ждет. Кодекс Киллера повествует об Анне, киллерше, которая считается одной из лучших в этом деле, ведь ей всегда доставались одни из самых дорогих и престижных контрактов. Еще бы, ведь ее учил и воспитывал легенда этого ремесла, ее наставник Муди. Когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал себе самые дорогие контракты. Непримиримые враги объявляют войну целому миру наемных убийц. Я лишу жизни всех, кто встанет у меня на пути. Хотел бы я встретить тебя при других обстоятельствах. Это лучшие обстоятельства из всех возможных. Судя по всему, очень крепкая детективная криминальная драма нас ждет. «Тихий омут» от оскароносного режиссера Тома Маккарти. В общем, в центре сюжета обычный работяга из Оклахомы, который отправляется в Марсель, чтобы помочь своей осужденной дочери, находящейся в местной тюрьме за убийство, которое, как она утверждает, не совершала. Столкнувшись с языковыми барьерами, культурными различиями и сложной правовой системой, мужчина ставит на кон свою личную жизнь, надеясь во что бы то ни стало раскрыть правду. What did you do? It's not safe for you. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!